Я вас приветствую на своем канале, мои дорогие зрители. Решила к 8 марта сделать подарки. Это у меня вуаль. Что она выгодна? Она 2,80, 2,90 высота. Взяла буквально по метру, 4 цвета. И что я делаю? По кромке отмерила 11 сантиметров. Нам нужны квадратики. Они у меня будут 10 на 10. Почему 11? Потому что вот сделала надрез. И просто вот так я беру и рву. Эти 0,5 миллиметрика, они уходят у нас вот сюда в неровный край. Обычно это делают из остатков, из обрезков. Но вуаль, она дешевая. 160 рублей пока что. Ну, кое-где продается в магазинах и по 200 рублей метр. Можно взять буквально по полметра, и вам вполне хватит. Будем делать в виде лепестков. Можно сделать и треугольничками, уголками. Теперь отмеряю 10 сантиметров и отрезаю. Полоску сложила вдвое. Квадратики вы можете попарно замерять по линейке, а можно из первой партии, не из последней. Вы берете... Здесь у меня 4 полоски, 2 цвета. И все. И так вы нарезаете по первой. Потому что набегают миллиметрики, и у вас может быть в конце получиться и 12, и 13 сантиметров. Я пока что нарезаю по одной полосе 2,80. Потом будем смотреть по обстоятельствам. Другие цвета мы также делаем по первой. Сразу раскладываю по цветам. Лепестки буду пришивать на ткань. Ширина метр. Это у меня хлопок. Линейка у меня 3 сантиметра. Делаю полоски. Как раз они у меня будут метровые. Полоски мы должны отутюжить. Нарезала полосы. Отодвигаю их в сторону. Взяла нижнюю ткань, 4 сложения. И от этого угла просто по линеечке я отложила 26 сантиметров. Вот так вот по кругу. Она у меня будет 50 сантиметров. 1 сантиметр я беру на швы. Так как ткань у меня это цветастая, а это белая. Хоть закроется лепестками, но она немножко просвечивается. Буду использовать по изнанке. Уголки. У нас есть два варианта. Вот наш прямоугольник. Складываем так, так, так. И вот эту серединку, вот, он у нас вот такой маленький получается. Есть еще такой вариант, когда вы соединяете два угла и складываете еще. Он получается намного шире. Я буду делать как лепестки. Вот наш квадрат. Складываю пополам. Складываю одну сторону. Складываю другую сторону. Беру этот угол. Поворачиваю. И этот. И вот такой пышненький он у нас получается. Давайте еще раз. Складываем. Одну сторону подворачиваем. Другую сторону подворачиваем. И вот наша полоса. И теперь вот этой стороной, где у вас складочки, мы кладем лицом к нашей полоске. Вот так она будет. От края полоски отступаем где-то 1 сантиметр. Здесь у меня много, не смотрите. И пришиваем. Их можно пришить немножечко внахлёст, можно рядышком. И когда мы сделаем эту полосу, вот так отворачиваем и уже пришиваем к полотну. У нас все будет с вами, все края не обработанные, убраны, и будет чистенько. Конечно, вы эти лепестки можете пришивать без ткани, захватывая вот этот неровный край, но она у вас будет более такая массивная, больше уйдет намного лепестков, чем с этой тканью. И когда вы делаете ряды,
эта ткань у вас практически будет закрыта. Сейчас я буду делать все эти полоски по цветам, но полосы я между собой сшивать не буду, потому что когда мы будем пришивать по кругу, нам где-то придется отрезать или просто подпороть вот этот лепесток, чтобы у нас была стыковка по цвету. Когда вы будете лепестки прошивать на машинке, желательно поглубже туда их вставить, чтобы у вас здесь ничего не выскочило. Ну, при желании можно их просто наметать на одну веревочку, на ниточку. Прошила я вот такие гирляндочки. Когда вы прошили, каждый пробежались глазками, чтобы у нас ничего здесь не было видно. На такую полоску, на метровую, уходит 28 штук вот таких листиков, как раз высота нашей вуали. И на длинную одной штучки здесь не хватало. Я добавляла с другой ленты. И у меня вот эти в этой кучке ленты не полные, видите? Это у меня пойдет в середину. А здесь она пойдет уже наверх. Когда у вас прямоугольная подушка, здесь все просто. Вы берете в ширину вашего изделия, нарезаете полосы и просто пришиваете. От края где-то отступаете 1,5 сантиметра с одной стороны и с другой. И в таком порядке друг на дружки накладываете и прошиваете. Но у меня круглая. Здесь центр. Я взяла вот такой кружок. Круг сложила в 4 слоя, нашла уголок, центр и совместила эти центры. Я его заколола, зафиксировала. Но вы можете начинать с верхнего края, я, наверное, буду начинать с серединки. Если вы начинаете сверху, все в зависимости, куда у вас будут смотреть лепестки. Если вы начинаете сверху, то желательно по кругу пришить просто вот такую полоску. И от верха оставить 3-4 сантиметра. И потом у вас пойдут, здесь будет ткань. И вот так вы уже располагаете свои лепестки. Это уйдет в шов, и как раз будет все красиво. Лепестки пришивала прям под лапку, ничего не наметывая. Не доходя 1 сантиметра, как раз получается здесь начало лапки, прикладывала другой лепесток, не поднимая лапки, и шила дальше. И что? Когда вы шьете в круговую, если на ленте, то здесь возникают сложности. Вы не сможете просто по прямой сделать круг. У вас вот эта ткань встанет дыбом. Это буквально ряда 3. Вам нужно сделать вот такие защипы. Потом, когда вы идете по кругу, у вас немножечко ткань тоже будет подниматься кверху. Вам просто сделать небольшие кое-где на отсечке, буквально миллиметрика 2. И ваш круг очень хорошо ляжет. Вот вы прошиваете по кругу, и он, видите, чуть-чуть будет у вас топорщиться. Вы просто чуть-чуть разрежете, но так, чтобы этот разрез, когда вы пришьете другой слой, другую полоску, чтобы его не было видно. Саму середину можно сделать не на ленте, а из одиночек. 4-6 лепестков вы друг другу размещаете по кругу, но также желательно пришить серединочку, потому что, чтобы не было видно ненужной ткани. И вы идете вот так вот по спирали, по кругу, идете, добавляете цвета. Смотрите, как красиво все получается. Вот здесь в серединке рыжая, здесь у меня ровно метр. Здесь у меня метр и где-то вот так. Я делаю по рядам, 2 ряда этого, как получится, ориентируюсь на полоски. И вот чем дальше, тем, видите, мельче складки, но я вам посоветую, кто будет делать круговую и на таких полосках, то между лепесточками оставляете миллиметрика 3. Когда вы делаете складку, здесь получается нахлёст друг на дружку лепесточек, а то у вас просто вы защипите эту складочку и ровно будет. И вот сейчас я подставляю
Сейчас, секунду. Хвостик я подворачиваю вовнутрь. Сначала лепестки заправляю, хвостик, ткань. Сюда подставляю. И вот посмотрите, какая у меня разница между полосками. Здесь у меня получается где-то сантиметр с лишним. И вот так вот потихонечку идем по кругу, по кругу, по кругу. И будет у нас красота. Вот на этом этапе пока что завершаю работу. Вот такой рыженькой мне осталось немножечко. Мне надо сделать полоски еще. Зелененькой у меня осталось, видите, немножко. И метровая вот такая вот цветом осталась целиковая. Сейчас еще по метрику по 2 подделываю вот лепесточки и продолжаю. 8 метров полоски хватает на окружность 30 сантиметров. Дошила я вот такой вот пушистик. Получился он не совсем тяжелый, но и не легкий. Ничего, в принципе, не видно. Все закрыто. Никаких ниточек, ничего. Все чистенько. По краю я сделала из 2 цветов рюши. Вот они. Но пришила их на ткань. Ткань это у меня будет обратная сторона. Вот она. Я сделала круг. Круг у меня, посмотрите, больше где-то на сантиметра 3, чем основная заготовка. Теперь я беру этот круг, сворачиваю пополам, разрезаю, обметываю эти стороны, вшиваю молнию и потом уже выравниваю по кругу. Вот такая у меня обратная сторона, она чистенькая. Молнию, конечно, можно разместить и по кругу. Вшила молнию, приложила потом к изнанке, все выровняла, прошила по кругу и обметала. Вот что у меня получилось. И теперь также по изнанке сделала 2 круга на 1 сантиметр больше основной заготовки, чтобы наша подушка была немножечко побольше, чем вот наша эта работа. Теперь по изнанке прошиваем по кругу, оставляем отверстие, набиваем и зашиваем или на машинке, или руками. Если у вас набивка пух, перья, вы прошиваете 2 раза, обметываете или делаете бельевой шов. Если синтепон, холофайбер, поролон, то достаточно 1 строчки. Под перья лучше брать плотную ткань, как на пернике. Вот готовая моя подушка я сделала с поролоном. Мне синтепон рвать жалко. Я покупаю декоративные вот эти подушечки, обыкновенные, страшненькие. Они рублей 80-120, они большие и хватает где-то на 1 полноценную подушку, на 2 маленьких. Такая декоративная подушка в виде лепестков у нас с вами получилась. Пышненькая, аккуратненькая, симпатичная. А сейчас вам покажу все свои подушки, сделанные в этой технике. Все они разные, но по-своему даже очень и симпатичные. С вами была Валентина Никита. Пишите комментарии, подписывайтесь. А по ткани у меня получилось из 4 метров при высоте 2,80 у меня осталось 1,40 м. В общем, до новых встреч. Пока-пока.